Инь-янь — это жизнь, потому что белое не жизнь, черное не жизнь, а вот баланс — это как раз-таки и есть жизнь. Это противоположности, которые притягиваются и создают что-то целостное. Эти противоположности, они живут в чем-то одном, то есть в каком-то одном явлении. Баланс добра и зла, баланс любви и ненависти. Равновесие — это самое главное. Не познав черное, ты не можешь понять, насколько белое белое. Я недавно увидел этот знак, подумал, и он почему-то не квадратный, а круглый. Значит, наверное, люди где-то увидели этот круг, возможно, как раз в светилах, в солнце, в луне и увидели. Человек выбирает себе вид танца по собственной природе, то есть по физиологическим каким-то и душевным тяготениям. Я очень экспрессивный, задирчивый бываю, и это точно так же проявляется и в брейкинге. Моя манера, харизма и подача в танце, она на этом и основана, в принципе. Если ты смотришь на танец, и у тебя ничего не трогает за сердце, то значит, это не твое. А если ты увидел что-то, и тебя это реально задело, ты это пробуешь, и если это действительно твое, то это разовьется в тебе и будет просто сиять. Я помню, четко был момент, когда я еще не знала, какой танцевальный стиль я буду танцевать, но я дома включала себе музыку, которая у меня вызывает конкретную эмоцию, которая у меня сейчас очень болит, или она очень сильная, я не знаю, что с ней делать. И я подбирала под нее музыку, и просто такая, делай тело что-нибудь, делай. И я поняла, что для меня это как терапия сработала. Мне становилось легче. В первую очередь, конечно же, я начал заниматься брейкингом. Там энергия особая, я бы даже сказал, такая уникальная. И, естественно, она меня зацепила. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Кто-то разошелся! Танцуя брейкинг, мне кажется, я испытываю водопад эмоций, начиная даже от злости, заканчивая какой-то эйфорией, потому что брейкинг для меня — это эмоциональный очень танец. И если ты в него вкладываешься и вкладываешь в него свои эмоции, в каждое движение, они могут быть разные, позитивные, негативные, но тогда он становится живым. Вот есть баттл, и это какая-то точка кипения, как будто. Вот здесь сейчас проявляется что-то накопленное, что-то скрытое, что обычно я не вытаскиваю из себя на людях, да, в обычной повседневной жизни. И баттл — это вот это время, когда я могу проявиться, не знаю, что-то выплеснуть. То есть после баттла я всегда чувствую какое-то облегчение.
Когда появился брейкинг в моей жизни, он начал именно формировать мой характер, который есть сейчас. Потому что брейкинг, он учит тебя очень многому. Ты перестаешь бояться многих вещей. Ты иногда можешь сделать первый шаг. Это вот как я занимался брейкингом, начал заниматься, я не думал, что что-то будет. А на самом деле я такой огромный путь проделал, и столько мне это в жизни дало, знания, мудрости. Хотя я начал заниматься брейкингом, ну так, типа по фану, там, о, прикольно, хип-хоп, йоу, все дела. А столько мудрости я получил от этого. Потому что вот всю жизнь этим занимался и сталкивался с различными трудностями. Главное заниматься своим любимым делом, и это любимое дело приведет к тому, что вы найдете все это добро и зло. Мне кажется, это лучший путь совершенствования, развития, когда ты постоянно как бы двигаешься и замечаешь новое, то, что пришло после тебя, то есть более молодое, юное, резкое, резвое, быстрое, замысловатое и более старинное, что было перед тобой, что более укорененное, устоявшееся, утвердившееся. То есть нужно быть и там, и там. Для меня, что Шуберт, Бах, Моцарт, или там Стравинский, или Канье Уэст, Майк Дин, Риhanna, для меня это все одни и те же самые люди. Ну, то есть это творцы, артисты, называйте как хотите. Вот, то есть это люди определенных эпох. Много видов танца. Любые танцы, они тоже несут в себе определенный подзамысел. Вайкинг, он зародился больше с ощущением просто перформанса. Вот как вот я вот такой. Вайкинг, он не только про технику рук и про то, что нужно звучки обыграть. Это будет просто красивый музыкальный спорт. Вайкинг больше про то, что вот, а что я из себя представляю, а кто я, что я хочу сказать своим танцем. Where I'm from, everything
dull and empty. I lived in a country home in the city. Getting ahead was strictly a number, cause nobody cares what happens to the folks who live in the ghetto. Thousands of lives wasting away, people living from day to day. Другими стилями я начал заниматься, но в первую очередь из-за музыки. Так, там музыка понравилась, хаус-музыка понравилась, там паппинг-музыка понравилась. И, соответственно, музыка нравится, ты начинаешь ее слушать, начинаешь под нее танцевать. Людям нравится разная музыка, потому что они фиксируют разные эмоции в моменте. Вот и все. Ведь вся наша жизнь — это эмоция в моменте. Истинная музыкальная ценность вообще, да, того, что мы можем слушать других людей в записи, это фиксирование момента. То есть человек, когда пишет ту или иную композицию, он фиксирует эмоцию. То есть вот сейчас это темная эмоция, а потом это светлая эмоция. И наша задача зафиксировать, показать, передать людям. Я люблю на батлах играть. Это тоже определенная как бы техника, внимание и энергетика тоже, обмена, знаешь, взаимодействия диджея и танцора, если все понимают музыку. Для меня это всегда очень трепетно, потому что если брать батлы диджейские, да, то это как бы определенная проверка себя, то есть вызов самому себе. И это интересно и страшно. И вот этот страх интересно как бы взять верх над ним. Я очень часто фристайлю, очень часто рискую. И в брейкинге я не боюсь ошибаться, а вот в жизни боюсь. Каждый раз, когда у меня какой-то стоит выбор, который касаемо лично меня, когда я не несу за кого-то ответственность, я чаще всего рискую. И, конечно, я боюсь сделать очень глупые ошибки, но я все равно рискую. Собственно, таки страх, он нас отталкивает по жизни, по всей, но мне кажется, страх — это именно то место, куда и нужно нацелиться, туда и нужно смотреть. Мне кажется, слово «страх», оно и показывает ту цель, куда тебе нужно двигаться.
солнце, есть свет, хочется двигаться, хочется радоваться. Есть ночь, темнота, хочется отдыхать. Как бы поэтому мы неотъемлемая часть вот этой вот жизни, как бы этой игры, поэтому нам нужно согласиться, принять, увидеть, впустить это в себя и думать об этом. Всецело в жизни свет для меня, я думаю, что это родные и близкие, это моя семья, это люди, близкие мне по духу, с которыми я постоянно, скажем так, на связи. Если бы не люди вокруг меня, мне кажется, меня давно бы поглотила тьма. Так что я уверен, что люди в себе несут свет и учат, например, меня нести свет для них. Для меня свет — это то, к чему я стремлюсь. Я не знаю, что такое свет. Я просто хочу быть лучше и нести какое-то добро, наверное, в мир. Добро, я думаю, которое освещает как раз-таки путь, который ты себе проложил. Может, еще не нашел, пытаешься найти в поиске, но все равно ты его найдешь и будешь идти, стремиться. Так что свет — это продолжение, будущее. Отбрасывая тень, что? Какой-то предмет. То есть, если есть свет, может, тень это и нет. Но если есть предмет, тогда и будет тень. Вот мне кажется, человек — это и есть предмет. Тень — это то, что стоит как бы за мной. То есть вот я, и тень уже идет после меня. То есть то, что я не вижу, не всегда вижу. В нас, на мой взгляд, уживается множество каких-то эмоций, мыслей и так далее. Но мы какие-то выпускаем наружу, а какие-то остаются внутри. Мы о них знаем, но об этом не знает никто. Наверное, можно назвать это негативными эмоциями какими-то или плохой стороной твоей, да. Но это есть в каждом человеке. Если мы говорим про человеческие качества, про теневые качества, что их как бы нету. Есть только твое отношение к ним и как ты их направляешь. Потому что та же злость, да, мы все чаще всего принято думать, что злость — это плохое качество. Не надо злиться, не надо ругаться, не надо быть агрессивным. Но иногда я наблюдаю ситуации в жизни, когда кажется, что человек, не используя свою злость, он делает хуже для кого-то. А с возрастом ты понимаешь, что нету героев, нету злодеев. Есть просто люди. И в людях есть абсолютно все качества. И черное и белое — это не какие-то конкретные разные качества, это составляющая одного большого целого. Как казалось мне когда-то, моя темная сторона, которую я, допустим, в какой-то мере опасался, когда я к ней обращаюсь, возвращаюсь, в определенные моменты, в определенные события, она показывает мне то, что она истинная, то есть что-то правдивое происходит в моей жизни после того, как я себе разрешаю быть таким, каким иногда боюсь. Не только танцоры, вообще все творческие люди, они используют эту сторону, как раз-таки вот это те люди, которые берут энергию и просто направляют ее в правильное русло. Если честно, люди активнее реагируют на твою темную сторону, нежели чем на светлую. Ну, так устроена природа человека, с этим ничего не поделать. Вот. Но как ты это обернешь, как ты это подашь, и как ты это потом, опять же, зафиксируешь в моменте, это уже вот вопрос Творца. Я считаю, что можно фиксировать и темные эмоции, и делать это стильно, и делать это так, чтобы люди не разрушались ментально, душевно и морально. Свою теневую сторону в танце я, конечно же, использую, но для того, чтобы она включилась, мне иногда нужны конкретные внешние раздражители. Если я чувствую, что противник сильный, что противник тоже использует эмоции, пытается на меня давить, естественно, у меня тоже включается моя теневая сторона. Иногда просто может выключиться, там, например, голова, включиться эмоции, ты действуешь на эмоциях, а на эмоциях, когда мозг не работает, гораздо легче слышать музыку, да, раствориться в атмосфере. Но иногда ты можешь выйти чуть за рамки, но это случается нечасто. Вот в этом это опасная сторона этой темы. Но если ты ее используешь грамотно, то ты можешь реально всю толпу вокруг себя, всех настроить именно, чтобы они были за тебя, потому что ты в этот момент открыт, ты честен, и эмоции управляют тобой. И тем более, если ты в этот момент сам можешь справляться с эмоциями, не доводить их, да, за грани, то все, это будет победа по-любому.
Я очень эмоционален в жизни, я эмоционален на танцполе, я энергичен в жизни. То есть, по сути, в этом плане я очень как бы правдив с людьми. Если говоря про честность, я максимально стараюсь делать все правдиво. То есть не делать картинку просто тупо идеальной. Вот. Я хочу, наверное, показывать то, как я действительно чувствую. То есть, да, с какими-то своими помарками. Просто потому что это мое, это изнутри. Вот. И это что-то естественное. Принято считать, что я, условно говоря, пати-киллер, да, но это внешняя, да, сторона. А вот внутренняя сторона, как бы моя творческая, она более спокойная, на мой взгляд, и глубокая с точки зрения музыки. Я часто замечаю то, что люди от меня хотят увидеть взрыв, бурю эмоций, который просто на протяжении всего раунда будет меня сопровождать. Не щадя, не шутя! Рома, изи! Это не просто шутя, Но я бы хотел, чтобы люди во мне видели не только характер во время батла, но и характер Руслана, а не Грома. То есть я несу и добро, и энергию в танце, чтобы показать, какой я на самом деле. То есть я не меняюсь в характере как в жизни отдельно Руслан и как Гром. Я не несу какого-то глобального смысла обычно в своих перформансах, в своих выступлениях. У меня есть какая-то эмоция внутри. Я хочу ее выразить. Она может быть очень банальной. Самое прикольное и самое прекрасное то, что даже самые банальные вещи, которые у тебя внутри, благодаря, опять же, технике, благодаря форме, благодаря своему какому-то мастерству, ты можешь их преподнести так, что это будет очень людей трогать, потому что оно идет искренне, и оно от простой эмоции. Не могу сказать, что я пытаюсь донести до людей именно какое-то добро. Я просто хочу, чтобы моя музыка принесла кому-то силы двигаться дальше. Что-то творить, создавать, созидать. Возможно, также выпускать как-то дьявола. Философский, конечно, естественно. Я дам очень простой совет, что если ты хочешь научиться использовать свои теневые качества, то ты должен сначала научиться совладать с самим собой. В этом тебе может помочь творчество, спорт и вообще какое угодно любое занятие, которое формирует в тебе внутренний стержень.
Своим танцем на самом деле я несу очень простую вещь. Чтобы люди просто не боялись экспериментировать и не боялись показать себя, какие они есть. Иногда просто можно выйти за рамки того, что уже существует, и пытаться сделать что-то новое, и вас осудят. Вас осудят все. Но если вы будете шагать вперед дальше, вам покорятся любые вершины. Вот такой мой посыл. You ain't ever thought this thing would be like this. I speak sick bars, but I can do a song. So now I'm gonna embrace up and down. Chico. Нужно находить себе применение. Я не говорю про танцы, я говорю просто в плане про творчество, потому что творчество, любое, это лучшее применение, какое может быть своей теневой стороны. Остальные применения, которые у меня в голове, к сожалению, весьма негативные. Так что именно это, вот творчество, может нам помочь как раз победить свою теневую сторону, направить ее для себя, а не против других. Так что творчество на самом деле очень лечит душу. Если ваша душа болит, если теневая сторона побеждает, поймите, вам надо ее просто немного выпустить, а искусство — это лучший вариант. Мир не может жить без искусства, потому что искусство — это и есть как бы творчество. Это и есть как бы процесс творения чего-то. Искусство просто заставляет людей мыслить, у них появляются какие-то образы в голове и так далее. И это расширяет их кругозор. Вот почему мы все так любим искусство, потому что оно заставляет нас просто посмотреть на мир шире. Я считаю, что искусство в мир несет любовь, потому что творец любит то, что он делает, а люди любят то, что делает творец. Это, кстати, очень важно. Люди не любят творцов, откровенно говоря. Ну, чтобы не было розовых очков. Люди любят то, что ты делаешь. Песни, которые ты пишешь, твой танец. Мы без этого не можем, ни один человек без этого не может жить, потому что он просто тогда не живет. Он становится в какой-то мере статичный, мертвый, можно сказать, безжизненный, вот так вот. Такое невозможно. Все живут. В каждом мир.